Добрый вечер, господа. Этот файт начался с пинга. По пингу я зашел, услышал, что форкрапсы в чейне. И форкрапсы уже на чем-то дерутся с нашими. Соответственно, я озвучил, что, наверное, поехали на мигах. Потому что миги это не то что мем-формат, но не обкатанный формат, который требует доработки. А форкрапсы обычно андокаются быстро, решительно и не слишком много. И вот мы на мигах заходим в дыру, и оказывается, что это был Ихтон. Мне все говорят, что мне об этом говорили. Возможно, я просто недостаточно внимательно слушал. Но в любом случае мы начинаем драться, и пачку быках мы быстро разбираем. Мы быстро ее разбираем для того, чтобы начать халдить одну из быках и встать, подождать доброса. Но с добросом такая история. Мы стоим растянутые, закрывая дыру бублями и удерживая бейт бекаху. И Нестор, для того, чтобы дотягиваться и до тех, кто на дыре, и до тех, кто с бейтом, стоит посередине. И, в принципе, мысль правильная. Но немножко надо было озвучить, что она имеет подводные камни. Подводный камень в том, что Нестор МЖДшит. Нестор МЖДшит, и с этого, в общем-то, и начинается бой. Дайджест важных событий. Во-первых, если вы обратили внимание, мы находимся в идеальной позиции для того, чтобы ревел по нам попадал. Мы могли решить этот вопрос реварпом, но реварпом мы оставили бы дыру, а дыру могли бы закрыть. Поэтому мы как бы едем обратно, вроде как спасая дыру, но толку от этого немного.
И Ревел попадает. Ревел попадает по нам, Ревел убивает Виду, и Ревел начинает жрать нашего Нестора. Рядом с нами, кстати, еще находится Виндик вражеский. В общем, все не очень хорошо. Мы должны бы бомбать Нестор, но мы немножко слоупочим. И я в это время пригоняю Зернитру на дыру. Соответственно, Зернитра должна спасать вроде как нас от факса. И массы должно хватить для того, чтобы Зернитру пробросить. Потому что мы потратили меньше ляма массы. То есть там на дыре точно больше 2. Так что я решаю прокинуть Зернитру. И дыра за ней закрывается. Дыра была не фуловой по массе. Я об этом не знал. Но не важно. Я отхлопнул нашего одного лишака и Виду, которые бы нам очень помогли. И мы остаемся с одним Нестором, потому что второй Нестор умер в чужой домашке с Зернитрой. Идеальная ситуация.
зернитра под вражеской зернитрой и наглей. Кстати, это 4 капитала. 4 капитала – это невежливо. Форкрапсом на заметку. Но неважно. Зернитра под тремя дредами, четвертый факс, начинает умирать по мере сил. То есть, отстрелив Ревела и Ниназу, становится чуть получше, но все еще очень плохо, потому что вражеская зернитра раскрутилась. Мы пытаемся спасти ситуацию, убивая наглю. Зернитра танкует в греве. И тут происходит очень важный момент. Я хочу чтобы вы внимательно посмотрели на то, как я отключаю грев первой репки, и он не отключается. После чего у меня сгорает репка, сгорает ДК и сгорает зернитра за ней. И мы остаемся в очень странной ситуации. С одной стороны, мы вроде как победили, потому что мы убрали вражеский сабкап, убили почти все дреды. Но, с другой стороны, у нас нет откачки, нет патронов, нет батареек, нет зернитры, нет ДПСа теперь. У нас даже патронов в мегах нету, потому что не готовы мы были к такой ситуации. И начинается дальнейшее шапито, которое я чутка ускорю для того, чтобы оно заняло поменьше времени.
Я не помню, хвалил я форкрапсов уже или еще не хвалил. Но в любом случае, они очень веселенькие ребята. То есть они из тех, кто как это, сначала андокается, потом думает. И это хорошая характеристика. То есть это плюс. Мы тоже, собственно говоря, чаще сначала андокаемся, а потом думаем, что будем делать. И в итоге они у себя дома, и они нас закидывают до конца. Приварпывают мародеры, и несмотря на то, что у нас вроде как полноценный флот, а мародеры это не полноценный флот, наш полноценный флот не имеет нормальной откачки, не имеет ДПС особенно много, не успеет быстро расконтролить, то есть нас можно просто вынести этими мародерами, и мы их никак не танканем. Поэтому заканчивается все тем, что мы улетаем. Поле боя остается за форкрапсами. По-моему, отличный пример веселенького боя. А в итоге мы настреляли, по-моему, на 50 ярдов, потеряли на 25. Что довольно неплохо.